Вы когда-нибудь подходили к такому инструменту? Пробовали снять крышки, подергать струны? Задумывались, как же настраивается такой инструмент? Если да, то этот ролик для вас, а также для тех, кто хочет попробовать свои силы в настройке, но имеет весьма поверхностное представление об этом нелегком, я бы сказал, изнурительном процессе. В предыдущем ролике на тему настройки я вытащил на всеобщее обозрение свои довольно наивные представления об процессе на тот момент. Тогда я сделал громкое заявление, что инструмент, настроенный по сглаженной кривой Рейлсбека, будет звучать близко к идеалу, и что чуть ли не любой желающий, даже не имеющий слуха, может настроить инструмент так же хорошо, как это делается в лучших концертных залах. А также хвастался своим электронным камертоном, который мог выдать частоты всех клавиш пианино, скорректированные по сглаженной кривой Рейлсбека. Достаточно лишь настроить основные тона в соответствии с этим камертоном в унисон, и дело в шляпе. Трудно признаваться в своих заблуждениях, но сейчас я сделаю это. Уже после выхода первого ролика мне наконец удалось пообщаться с компетентными настройщиками, с настоящими специалистами, которые вежливо остудили мою горячую голову. И теперь я могу смело поступить со своим камертоном вот так. И вы поверили? Конечно же, я буду хранить этот раритет. Сейчас я покажу, почему мой подход не является корректным, и рекомендация пользоваться сглаженной кривой Рейлсбека при настройке пианино напоминает, по сути, предложение делать вывод о положении дел в больнице по средней температуре больных. Так вот, сглаженная кривая Рейлсбека – это есть некое подобие средней температуры, средней настроечной температуры по всем фортепиано. Иначе говоря, если мы после работы хорошего настройщика с конкретным пианино марки Одесса, заводской номер такой-то, измерим отклонение частот всех клавиш относительно равномерной темперации, то получим совершенно индивидуальную кривую настройки, лишь похожую на сглаженную кривую Рейлсбека. Как на этом рисунке, например. Будем разбираться, почему так происходит. Самое время назвать главный миф о настройке пианино, который заключается в том, что если настроить основные тона клавиш фортепиано в соответствии с общепринятой равномерно темперированной шкалой, то в этом и есть смысл настройки. И это можно было бы принять за основу, если бы речь не шла о настройке фортепиано. Представьте себе, что у вас есть тюнер, и что вы после недели мучительных физических конвульсий, потеряв несколько килограмм веса, наконец настраиваете свое пианино в соответствии с равномерно темперированной шкалой. Начинайте наигрывать мелодии в середине диапазона клавиатуры. Наслаждайтесь звучанием аккордов. Но как только вы расширяете диапазон извлекаемых звуков и добавляете басы, то начинаете слышать грязь. Скорее всего, вы услышите несоответствие между звуками в верхней части диапазона клавиатуры и в нижней. И это вам не понравится. Это не то, что вы ожидали от настройки. То, что я скажу дальше, имеет огромное значение для понимания процесса настройки. Не подумайте, что я просто хочу увеличить длительность ролика за счет воспоминания из курса физики. Все дело в неидеальности струн. Посмотрим, как колеблется идеальная струна. Вот я для примера возьму свою старенькую Мюзиму резонату с дырочкой в боку и буду кое-что показывать на примере звучания. Так вот, при ударе по струне, мы пока говорим об идеальной струне, в ней возникают колебания не только основной частоты, но и обертоны или гармоники. А гитаристы называют иногда их флажолеты. Вот послушайте, вот это основной тон, вот это первый обертон или октавный. Его частота ровно вдвое выше, чем частота исходного тона.
Третий обертон. Его частота втрое выше исходной частоты. Четвертый. Это уже удвоенная октава. И так далее. Просто умножаем исходную частоту звука на целое число. И так далее до бесконечности. Эти обертоны присутствуют в колебаниях струны одновременно. Или одновременно, как бы вы сказали. А амплитуда этих обертонов зависит от того, в какой точке струны мы ее дергали. Если дергаем по центру, то преобладающая амплитуда у первого основного тона. И чем ближе к краю, тем более высокочастотные обертоны начинают появляться в звучании этой струны. Видите, какой резкий звук, когда я дергаю струну у самого края. Если вы заглядывали под крышку пианино, то увидели, что молоточки бьют по струнам около самого края этих струн. И считается, что чем больше обертонов звучит, тем более богатым и насыщенным является тембр звука. Кстати, размещение звукоснимателей электрогитар на разном расстоянии от нижнего порожка преследует цель снимать со струн разные соотношения громкости обертонов. А теперь, внимание, смотрим на реальную струну. Я изобразил ее утрированно утолщенной. Из-за имеющейся жесткости на изгиб обертоны реальной струны отличаются от основного тона не точно в математически целое число раз, как это было в идеальной струне. Чем больше отношение диаметр-длина, тем больше этот эффект проявляется. Вы замечали, какие мощные слои намотки на басовых струнах? Поэтому обертоны реальной струны отличаются по частотам от обертонов идеальной струны. Причем это смещение по частоте или негармоничность растет пропорционально квадрату номера обертона. На графике видно, как реальные обертоны смещены относительно идеальных. Вы уже догадываетесь, к чему это может привести. Сейчас ключевой момент, из-за которого я и сделал этот ролик. Представьте, что вы настроили ноту ля субконтрактавы на частоту 27,5 Гц, как это и требует равномерная темперация. Особенность нашего слуха такова, что такие низкие частоты мы не воспринимаем. Ухо начинает слышать обертоны, начиная в данном случае со второго и выше. Именно высшие обертоны, если мы говорим о басовых струнах, дают нам представление о тональной определенности басового звука. В идеальной струне мы бы услышали обертоны, расположенные по сетке частот равномерной темперации. Второй обертон 55 Гц, третий 82,5 Гц, четвертый 110 Гц, восьмой 220 Гц, 16 440 Гц, и так далее. Внимательные могут заметить, что обертоны по частотам совпадают с нотами звукоряда, как бы ложатся на ноты клавиатуры. Правда, самые продвинутые из вас могут сказать, что третий обертон 82,5 Гц не совпадает с частотой 82,41 Гц соответствующей ноты. Но это издержки равномерной темперации. О них мы пока не говорим, чтобы не затмить главную мысль. Но что происходит в реальной басовой струне? Как мы уже заметили, она дает реальную сетку частот обертонов примерно такую, как на этом рисунке. Вы видите, что частоты обертонов постепенно уползают от частот основных тонов клавиатуры, причем чем выше обертон, тем дальше он уходит от соответствующего тона равномерно темперированной шкалы, что делает их совместное звучание грязным, негармоничным. Например, ля малой октавы 220 Гц, а восьмой обертон 222 Гц. И мы слышим разностную частоту в 2 Гц, то есть частоту биений между восьмым обертоном и нотой ля малой октавы. Если, допустим, для создания французского розлива на аккордеоне это делается специально, то в звучании классического фортепиано такие отклонения частот дают грязные призвуки. Тем не менее, известно, что композитор Петр Ильич Чайковский частенько баловался игрой на специально расстроенном инструменте. Как поступает настройщик с басовыми струнами? Он их начинает слегка занижать относительно равномерно темперированного строя так, чтобы те обертоны, к
к которым ухо наиболее восприимчиво, максимально бы приблизились по частотам к нотам среднего регистра клавиатуры. На слух это воспринимается как более чистое гармоничное звучание. Эти толстые басовые струны, требующие занижения при настройке, имеют диапазон приблизительно до, в моем случае, до ноты до первой октавы. В средней части диапазона струны уже без обмотки. У них существенно меньше отношения диаметр-длина, поэтому эффект негармоничности выражен гораздо слабее, чем у басовых струн. Что касается причин, по которым настройщики завышают дисканты, здесь встречаются разные мнения. Некоторые объясняют это тем, что по мере приближения к правой части клавиатуры уменьшается мензура и увеличивается отношение диаметра струны к длине струны. Примерно так же, как это было в басовых струнах. А следовательно, возрастает негармоничность струн. Поэтому надо завышать дисканты так, чтобы они максимально гармонировали с обертонами ниже расположенных клавиш. Но есть еще одна причина такого завышения дискантов. Насколько мне удалось понять из работ по психоакустике, есть еще один фактор, влияющий на настройку высоких звуков. Где-то после ноты ля второй октавы, это 880 Гц, начинает влиять особенность восприятия человеком высоких частот. А именно, если сыграть точную октаву, точную в смысле математически, то есть здесь 880 Гц, а здесь 1760, то наш слух посчитает, что эта октава немного заужена мелодически. Хочется ее чуть-чуть расширить. Этот эффект резко усиливается с ростом частоты, и с этой особенностью восприятия можно бороться только прогрессирующим расширением частотных интервалов между верхними нотами клавиатуры. Что и делает зачастую неосознанно настройщик. На этом месте самые продвинутые могут сказать: хорошо, если существуют такие закономерности, почему бы не нарисовать настроечную кривую Рилсбека для всех пианино одной модели? Ведь негармоничность струн заранее можно посчитать, законы психоакустики для верхних нот тоже известны. И вот такую кривую завод-изготовитель может предоставлять вместе со своим инструментом. Тогда настройщику останется рутинная работа по приведению в соответствие тонов клавиатуры с настроечной кривой. На практике все гораздо сложнее. Настройщика ждут подводные камни, которые делают невозможным обобщенный подход к разным пианино, даже одной модели. Оказывается, каждый инструмент имеет свои особенности. Например, дефекты в точках закрепления струн, дефекты в обмотках толстых струн, эллипсоидность сечения струн и другие погрешности в изготовлении струн и различных деталей пианино. Например, если крюк, за который цепляется струна, механически ослаблен из-за какого-то дефекта и колеблется вместе со струной, то это может сильно повлиять на расположение высших обертонов. Последствия подобных скрытых дефектов проявляются и в том, что распределение обертонов по частотам имеет индивидуальный характер едва ли не для каждой струны. Поэтому и отклонение частот от равномерной темперации, измеренное после хорошего настройщика, имеет ломаный, а не плавный характер, поскольку настройщик учитывает особенности каждой струны и двигает их частоты так, чтобы найти максимально гармоничное звучание. Все это превращает процесс точной настройки в искусство компромисса, доступное немногим. Ну и как же после всего того, что я наговорил, дилетанту настроить инструмент самостоятельно? Это вообще возможно? Я отвечаю: да, возможно, поскольку у меня есть некоторый опыт настройки, дилетантской настройки. А я настроил пианино, наверное, несколько десятков, до сотни. В следующем ролике на эту тему я расскажу о конкретных действиях по настройке пианино с помощью бесплатных программных тюнеров. В том числе об одном очень интересном подходе, примененном в так называемом энтропийном тюнере. Сейчас, когда вы смотрите это видео, возможно, уже я этот ролик записал, и ссылочка на него будет в описании под этим роликом. Можете проверить и посмотреть.